Привет, привет! Это астрология простыми словами и новый выпуск. Сегодня меня зовут Саша. Подписывайтесь на канал, не пропускайте видео. Сегодня будет супер интересная, важная тема. У меня уже был выпуск о том, какие женщины нравятся мужчинам. Это мы смотрим по расположению Венеры в мужской натальной карте. Повторяю всегда, что только по знакам зодиака практически ничего невозможно детально сказать о человеке. Нужно строить натальную карту, нужно смотреть положение его планет, аспекты, планеты, знаки и так далее, дома. Обо всем об этом у меня были видео и про дома, и про то, как и где построить натальную карту. Переходите, смотрите, стройте, будем разбираться вместе. Ну а сегодня мы поговорим о том, какие мужчины нравятся женщинам. Это тоже можно увидеть, построив натальную карту, и за это у нас отвечает Марс. Вот где-то здесь помещу картинку. Нужно будет обязательно построить свою натальную карту и посмотреть, в каком знаке у вас находится Марс. Марс – это у нас активность. Это то, как мы работаем, то, как мы достигаем, то, как мы взаимодействуем во время конфликтов, то есть молчим ли мы, отмалчиваемся, даем ли мы отпор, можем ли мы себя отстоять, защитить. Хороший Марс – это когда мы можем адекватно отреагировать на конфликтную или кризисную ситуацию, когда мы не молчим, когда мы можем сказать своему обидчику все, что мы о нем думаем, но адекватно и деликатно. Ну и, конечно же, самец мечты, по-другому и не скажешь, самец мечты – это тоже Марс. Что такое самец мечты в данном случае? Это тот образ мужчины, который сидит на подсознании у каждой женщины, несмотря на ее образование, воспитание, на то, из какой она среды, из какой она семьи. На подсознании у каждой женщины есть определенный образ, есть образ, на который она инстинктивно реагирует, на который у нее что-то откликается. Как, собственно, и у мужчин есть такой образ женщины, о котором мы уже говорили, разбирая Венеру в мужской карте. Сегодня посмотрим на Марс и разберем. Ищите, в каком знаке находится ваш Марс, и сейчас расскажу много интересного. Итак, если Марс в женской натальной, солнышко, у меня здесь солнышко. Итак, если Марс в женской натальной карте находится в Овне, скорее всего, такая женщина любит мужчин активных, напористых, деятельных. Это чаще всего может быть предприниматель, военный, бизнесмен, человек, который идет напролом, недолго думая. Если Марс в женской натальной карте находится в Тельце, такое положение скажет астрологу о том, что эта женщина может ждать своего идеального мужчину годами, буквально. Но подсознательно она ищет финансово обеспеченного, респектабельного мужчину, при этом чувственного, который будет одаривать ее подарками. Если Марс находится в Близнецах в женской натальной карте, такой женщине, как правило, будет нравиться весельчак, мужчина, который готов веселить ее, забалтывать сутками напролет. Он обычно душа компании, но будет супер, если в нем будет некая загадка. Марс в Раке в женской натальной карте. Такой женщине важно сочувствие, сопереживание. Ей нужен мужчина, готовый быть ее рыцарем, который может ее спасти из любой ситуации. Но подсознательно она хочет им руководить. Если Марс во Льве в женской натальной карте, такая женщина однозначно любит мужчин ярких, красивых, щедрых. Этот мужчина буквально должен стоять на пьедестале. Возможно, это человек какой-то публичной профессии, такой мужчина, которого хотят все остальные женщины. Он должен быть страстным, горячим, хорошо одевающимся. Но при этом такое положение говорит о том, что такой мужчина не должен затмевать саму обладательницу Марса во Льве.
Если Марс в Деве в женской натальной карте, такое положение говорит о том, что, скорее всего, женщина любит скромного, тихого, интеллигентного и очень практичного мужчину. Да, он не герой-любовник, он не очень яркий, он не очень щедрый, но зато он очень полезен в каких-то практических ситуациях. Он всегда знает, что, как, зачем и всегда может помочь в прикладных жизненных ситуациях. Если Марс находится в Весах, такой женщине, скорее всего, нравится мужчина красивый внешне, красноречивый, он должен любить общаться, он должен любить разговаривать с ней, о ней же самой и о них двоих, об их отношениях, об их чувствах. И очень важно ощущение партнерства. Он яркий, красивый, общительный, но за равноправие. Марс в Скорпионе в женской натальной карте. Здесь, как всегда, скорпионы дают жару. Обычно таким женщинам нравятся горячие, активные, рисковые мужчины, яркие. Те, которые любят какие-то острые ощущения. Для них очень важен секс, они демонстрируют свое влечение постоянно. Но другая сторона такого человека – это бывает рукоприкладство, бывает оскорбление и, безусловно, ревность. Женщина с Марсом в Стрельце в своей натальной карте говорит о том, что ей очень важно самосовершенствоваться рядом со своим мужчиной. Такой мужчина должен постоянно развиваться, должен быть немного философом, должен быть активным и крепким внешне. Ей нужен партнер, с которым она будет становиться постоянно лучше. Женщина с Марсом в Водолее. Такой женщине очень важно, чтобы уважали ее стремление к свободе и оригинальности. Она всегда открыта сама экспериментам, как сексуальным, так и в партнерстве, поэтому ей нужен соответствующий мужчина. Мужчина, идущий в ногу со временем, с модными веяниями, тенденциями, чтобы он сам был достаточно оригинален и свободен в своих проявлениях. И если Марс в Рыбах в женской натальной карте, тут, как всегда, парадокс, как это часто бывает у рыб. С одной стороны, такой женщине нравится мужчина романтичный, такой не от мира сего, может быть художником, музыкантом, творческой личностью. Но с другой стороны, из-за собственной зашкаливающей внутренней романтичности, глубины и тонкости чувств такой женщине часто бывают интересны, наоборот, мужчины сильные, властные, рядом с которыми ей, видимо, комфортней. Это тот случай, когда может сработать фраза, что противоположности притягиваются. Это было короткое описание Марса в женской натальной карте. Конечно, не все так однозначно. И, как я люблю повторять, нельзя смотреть по одному положению или только по знаку зодиака. Нужно всегда строить натальную карту, обращаться к астрологу в идеале или самостоятельно пытаться разобраться, потому что помимо, допустим, просто положения Марса играют огромное значение аспекты. Аспекты – это вот эти палочки в натальной карте, каждая из которых значит плюс или минус в тех или иных обстоятельствах, проблему или наоборот приоритет. Поэтому никогда не судите по каким-то одним критериям. Нужно смотреть на полную картину, чтобы понять личность человека. Подписывайтесь на канал, скоро увидимся. Спасибо вам за внимание.